Привет, ты на канале Соционика для жизни. Это видео посвящено тому, как найти себя и стать энергичным. Давай посмотрим, в порядке ли ты. Скажи, тебе радостно просыпаться по утрам? Ты независим от чужого мнения и понимаешь собственную ценность. В тебе много энергии. Окружающие могут положиться на тебя и сказать, что ты надежный человек. Если ты сказал везде искренне «да», то я поздравляю тебя. К сожалению, такие как ты – меньшинство. Порекомендуй это видео тем, кто увяз в серых буднях, а сам продолжай нести свет и свою лучезарную улыбку этому миру. А если все же у вас возникло хоть одно сомнение, то дослушайте это видео до конца, оно будет вам полезно. Сегодня человек переживает кризис дефицита эмоциональной энергии, связанный с тем, что не может дать четкий ответ «Кто я и чего хочу?» от себя и от мира. Психологи утверждают, что несмотря на все преимущества современной жизни, людей одолевает апатия и депрессия. По результатам исследований независимой компании, за последние 5 лет уровень потребления антидепрессантов в России вырос в 6 раз. Не зря знаменитый психолог Виктор Франкл писал: «Все больше людей сегодня обладают средствами для жизни, но не имеют смысла жизни». Из своего опыта скажу, пока я не осознал своего призвания, моя жизнь была подобна странствию призрачного корабля без капитана. Я то и дело чуть ли не натыкался на скалы. Не зря в давние времена при достижении 7-летнего возраста ребенка нарекали вторым именем, которое отражало суть и предназначение человека. Его знали только самые близкие. К счастью, сегодня есть способ познать себя в любом возрасте, ведь в вас уже заложен особый талант и предназначение. Нам лишь надо позволить ему реализоваться. Мы с рождения обладаем своим собственным темпераментом. Кто-то веселый и озорной, кто-то серьезный и умный. Посмотрите на малышей-близнецов. Вот, казалось бы, генетика одинаковая, но по характеру эти малыши всегда разные, и это проявляется уже с первого года жизни. Итак, чтобы стать энергичным, нужно, первое, понять, в чем ты талантлив. Каждый из нас в детстве мечтал стать артистом, доктором, а может быть ученым. Но взрослеем мы часто выбираем то, что ожидает от нас общество, что перспективно, не опираясь на свой заложенный потенциал. Приведу пример. Николай в детстве мечтал стать известным артистом, но семейное дело обязывало заняться серьезной атлетической деятельностью. Николай очень старался, но отец не был удовлетворен результатом. Как-то друг детства пригласил Николая на свадьбу, но перед самым празднованием тамада попал в аварию и не смог вести мероприятие. Тогда Николай проявил инициативу и возглавил торжество. Он прекрасно импровизировал, и свадьба прошла на высоком градусе. Поняв, что ему гораздо ближе работать с публикой, чем с цифрами, Николай оставил семейное дело и стал одним из самых успешных ведущих в своем городе. Бывает и обратная ситуация, когда человек выбирает публичную сферу деятельности, будучи совсем к этому не предрасположенным, и окружающие буквально засыпают на его выступлениях. В итоге человек сгорает, работая по слабым функциям, заморозив свой врожденный потенциал. Подобно айсбергу он дрейфует в океане, заморозив свое могущество под толщей вод. Так проявляется одна из 15 дихотомий в соционике, называемой логика-этика. Дихотомия – это две стороны одной медали, но одна подобна вершине айсберга, а вторая – основная часть. Подобно тому, как мы рождаемся левшой или правшой, у нас преобладает логический или этический склад ума. Поэтому так важно познать себя для того, чтобы реализовать врожденный потенциал, воплотив свою детскую мечту. Если есть мечта, оберегай ее. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет. Второе. Для того, чтобы быть приятным и легким человеком, нужно принять себя. Ведь многие идут дальше, они не только работают по слабым функциям, но и ожидают от них больше, чем следовало бы. Представьте, что наши слабые функции – это внутренний ребенок, который только учится. Мы же не станем ждать от ребенка выдающихся результатов. Главное, чтобы он честно и искренне старался, без надрывов и травм. Приведу пример. Мой друг с рождения обладает сильным интеллектом и развитым воображением. Логика плюс интуиция. Соответственно, по телосложению он худенький и неволевой. Пресловутая вершина айсберга. По достижению 18-летнего возраста он потребовал от своего внутреннего ребенка стать настоящим мужчиной, бросил институт и призвал себя в армию.
В итоге каждый его волевой подвиг сопровождался титаническими усилиями и закончился надломом психического и физического здоровья. Его намерение лопнуло как мыльный пузырь, и он стал озлобленным на весь мир, только потому, что не смог принять себя, не смог проявить сострадание к своему внутреннему ребенку. Когда человек не принимает себя, он не может реализовать свой потенциал, ведет себя совсем неадекватно. А когда принял, то становится очень приятным и легким в общении. Поэтому так важно принять себя и позволить своему внутреннему ребенку радоваться жизни и быть свободным от наших иллюзорных ожиданий. Третье. Для того, чтобы стать энергичным, нужно принять других такими, какие они есть. Окружающие нас люди могут иметь совершенно иную систему ценностей и взглядов. Одни прекрасно выглядят и ценят статус, других совершенно не заботит внешний вид и принадлежность к социальной группе. Одни считают, что нужно жить здесь и сейчас, другие считают, что все в жизни должно быть спланировано. И мы пытаемся доказать друг другу справедливость своего мировоззрения, вместо того, чтобы поддержать внутреннего ребенка, близкого нам человека. Приведу пример. Мария, веселая, жизнерадостная студентка факультета истории, снимает студию в центре Питера. Квартиру и образование оплачивают родители, а сама она работает экскурсоводом, зарабатывает не менее 30 тысяч рублей в месяц. Но средств к существованию не хватает, и она каждый раз обращается за помощью к родителям. Родители, естественно, досылают ей деньги, расстраиваясь из-за финансовой безответственности любимой дочери. Все изменилось после того, как Мария познакомилась с Романом. Будучи смышленым парнем, он помог ей с планированием бюджета. Вместе они пришли к выводу, что она тратит слишком много денег на обстановку жилья, ведь ей так важен комфорт. Роман помог ей составить бюджет отдельно на питание, транспорт, отдельно на благоустройство квартиры. И Мария, на радость своим родителям, впервые проявила организованность и финансовую ответственность. Если вы способны без слов на деле поддержать человека, то вы не только создадите очень крепкие и душевные отношения, вы подарите себе счастье быть нужным. Психологи уже давно определили фундаментальное значение нужности другому человеку. Ведь согласно статистике, более 80% самоубийств происходит из-за того, что человек не ощущает себя нужным. А знаменитый психолог, прошедший весь ужас нацистских лагерей, Виктор Франкл писал, что когда человеку есть из-за кого жить, он способен выдержать любые испытания. Вы и сами могли чувствовать, когда искренне заботишься о ком-то, то вложенная энергия возвращается многократно. Итак, для того, чтобы найти себя, стать приятным и энергичным человеком, нужно: первое, понять, в чем ты талантлив и от чего горят глаза. Второе, принять себя, не надувая мыльный пузырь иллюзорных ожиданий. Третье, проявлять заботу и понимание к близким людям, подари себе счастье быть нужным. Для того, чтобы эти знания сработали, вам необходимо прямо сейчас сесть и описать свои качества. Первое. В чем я талантлив и от чего горят глаза? Чем бы я занимался, если бы не стоял вопрос денег? Второе. Кто я настоящий и чего не стоит от себя ожидать? Третье. В чем я надежен и могу поддержать окружающих? Понимание этих простых вещей помогут вам сохранить много сил и времени, поддержать высокий жизненный тонус, стать легким и приятным человеком. А если у вас возникнет трудности, то разобраться в себе вам поможет соционика. Надежно определить ваш тип легко. Выполните простое задание, пройдите интервью и получите подробную консультацию специалиста. И все в жизни станет на свои места. Вы больше не потеряете себя и проживете свою собственную, яркую и интересную жизнь. Для определения просто напишите мне во ВКонтакте. Или оставьте заявку на моем сайте. Ссылки в описании. С вами был Федоров Артур. Желаю вам найти себя и никогда больше не терять. Благодарю за твое внимание. Этим ты очень поддерживаешь наш канал. Подпишись, чтобы не пропустить новые видео. Развивай свой стиль лидерства вместе с соцарт. Прямо сейчас возьмите листок и ручку и ответьте на эти 3 вопроса. А чтобы не потерять видео, поставь лайк и порекомендуй его друзьям. Вместе мы сделаем этот мир чуточку осознаннее. Если возникли вопросы, то оставь комментарий. Я с удовольствием отвечу на каждый.